Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок 282 метра в 50 граммах. Вы можете взять крючок потоньше и подобрать под свою плотность вязания. Можно выбрать другую пряжу и подобрать крючок. Вязать мы будем вот такие нежные ажурные мотивы. И соединим их в единое полотно за счет провязывания последнего ряда вязания. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашего мотива с 10 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я ввожу крючок в первую воздушную, выполняю соединительную. Мое колечко готово. И я могу приступить к выполнению первого ряда. Первый ряд у меня столбики с накидом. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют 1 столбик с накидом. И в колечко провязываю 23 столбика с накидом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, пока моих столбиков не будет 23. Обратите внимание, в процессе работы я ввязываю остаток нити. Завершаю выполнение первого ряда, ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема соединительно. Напоминаю, мы связали 23 столбика с накидом. И приступаю к выполнению второго ряда. Для этого я выполняю 2 воздушные петли подъема, накид. И в следующую вершинку провязываю незавершенный столбик с накидом. Первый накид и в следующую вершинку второй. Незавершенный столбик с накидом. Общая вершинка. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И я выполняю 3 незавершенных столбика с накидом. 1, 2, 3. Общая вершинка. Я провязала 3 столбика с общей вершинкой и разными основаниями. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Арочка из 5 и опять 3 столбика с общей вершинкой и разными основаниями. 3 незавершенных столбика. И все петли на крючке провязываем вместе. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение второго ряда. Ввожу крючок, обратите внимание, вот таким образом захватываю незавершенные вершинки и соединительная. И могу приступить к выполнению третьего ряда. Для этого я соединительными прохожу к началу ряда. Смотрите, ввожу крючок в воздушную, соединительная. И далее под арку ввожу крючок, еще одна соединительная, подтягиваю. Далее 1, 2, 3 воздушные, которые у меня заменяют столбик с накидом, накид и 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее арочка из 3 и под эту же арку 3 столбика с накидом провязываем. 1, 2, 3. Далее арочка из 3, под следующую арку столбик с накидом, арочка из 3 и столбик с накидом под эту же арку. Далее арочка из 3, накид и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее арочка из 3 и под эту же арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее опять арочка из 3
И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение третьего ряда. Я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема, соединительная. И приступаем к выполнению четвертого ряда. Для этого мы переходим к началу ряда. Соединительной провязываю, точнее, соединительную вершинку. Это первая соединительная, далее вторая соединительная вершинку и третья под арку. Далее 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее арочка из 3 и 3 столбика под эту же арку. Все наши последующие ряды будут в принципе завершаться и начинаться одинаково. Напоминаю, мы с вами выполняем четвертый ряд. Далее арочка из 3, 1, 2, 3 и 7 столбиков с накидом под арку из 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее 3 воздушные или арочка из 3, накид, и под арочку из 3 провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные и под эту же арочку 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Далее арочка из 3, 7 столбиков с накидом и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение четвертого ряда. Вводим крючок в третью воздушную, соединительная. И для начала пятого ряда опять же я перехожу соединительными к началу. Вершинку первая соединительная, далее вторая, следующую вершинку и под арочку третья. И начинаю выполнение пятого ряда опять же с 3 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее 2 столбика с накидом, арочка из 3, 1, 2, 3 и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее 3 воздушные или арочка из 3, накид, и в первую вершинку я провязываю 1 столбик с накидом, очень внимательно. Далее я 5 раз провязываю по 2 столбика с накидом. Столбики у меня с общим основанием и разными вершинками. Вот таким образом я провязываю 5 раз. Считаем, это первый раз, 5 вершинок. Далее второй раз, третий, 1, 2 столбика, 4, 2 столбика и 5, 1, 2 столбика. Провязали. Далее у нас 1 столбик с накидом и арочка из 3. Под арку мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. И под эту же арку 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3.
Далее опять арочка из 3, столбик с накидом. И мы продолжаем выполнять точно так же, как и выполняли ранее. Так, мы вяжем до конца ряда. Мы завершаем выполнение 5-го ряда. И после арочки из 3 я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. И приступаем к выполнению 6-го ряда. Опять же переходим с соединительными к началу ряда. Я ввожу крючок и провязываю. 1, 2 и 3. Все точно так же, как мы с вами выполняли ранее. Далее 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. И 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. 3 столбика с накидом под эту же арку. 1, 2, 3. И далее очень внимательно арочка из 4. 1, 2, 3, 4. И у нас с вами в дальнейшем будет несколько арочек из 4 воздушных. Далее будем чередовать 2 столбика с накидом, первый, и в следующую вершинку второй. И 2 воздушные. Накид, в следующую вершинку опять столбик с накидом, первый, и в следующую вершинку второй. И 2 воздушные. Далее 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные. 2 столбика. 1, 2 и 2 воздушные. 2 столбика. 1, 2, 2 воздушные и 2 столбика. 1, 2. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. И под арку из 3 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Здесь у нас все с вами остается неизменным. Арочка из 3. И под эту же арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение 6-го ряда. Как и ранее, я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. И могу приступить к выполнению следующего 7-го ряда. Вот такой у нас с вами мотив получается. Ряд очень похож на предыдущий. Мы выполняем опять же 3 соединительные. Переходим к началу ряда. 1, 2, 3. Как я и говорила ранее, начало у нас одинаковое. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом. 2 столбика с накидом. Арочка из 3. И 3 столбика с накидом под эту же арку. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. Накид. И теперь в вершинку столбика я провязываю столбик с накидом первый. И в следующую столбик с накидом второй. И 2 воздушные. И опять в вершинку 2 столбика. Вершинку первую, ну, точнее 2 столбика, да, в каждую вершинку. И опять 2 воздушные. И так вяжу до конца моего такого веерочка. Мы довязали наши столбики. И далее по узору у нас с вами арочка из 4. 1, 2, 3, 4. Накид.
И под арку из 3 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Арочка из 3 и 3 столбика с накидом под эту же арочку. 1, 2, 3. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. И 2 столбика с накидом и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. И уже завершу выполнение ряда я вместе с вами. Завершаем 7-й ряд. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. И как и ранее, переходим к выполнению 8-го ряда соединительными. 1, 2, 3. Выполняем 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом, и 2 столбика с накидом провязали. Далее арочка из 3 и 3 столбика с накидом под эту же арку. 1, 2 и 3. Далее очень внимательно. Арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И мы с вами будем провязывать в первую вершинку два столбика с накидом с общим основанием и разными вершинками. Вот таким образом. Далее столбик с накидом. Так мы с вами вяжем 3 раза. 2 воздушные, опять 2 столбика и 1, 2 воздушные и вершинку опять 2 столбика, 1, и в эту же вершинку 2. Далее столбик с накидом в следующую вершинку. Провязали. Далее у нас опять 2 воздушные с вами. И теперь мы выполняем столбик с накидом. И в следующую вершинку выполняем точно так же 2 столбика с общим основанием и разными вершинками. И так тоже выполняем 3 раза. 2 воздушные не забываем. Столбик с накидом и 2 столбика с накидом в одну вершинку. 1, 2. 2 воздушные, столбик с накидом и 2. 1, 2. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас с вами 3 столбика с накидом под арочку. 1, 2, 3. Далее 3 воздушные или арочка из 3 и 3 столбика с накидом под эту же арку. 1, 2. Я немножко побыстрее вяжу, потому что мы все с вами это уже выполняли. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 8-го ряда. Как и ранее, я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема. И для перехода к следующему 9-му ряду я выполняю соединительные. 1, 2 и 3. Все точно так же, как мы с вами выполняли и ранее. И 9-й ряд я
начинаю с выполнения 3 воздушных петелечек подъема, которые заменяют столбик с накидом. Далее 2 столбика с накидом. 1 и 2. Арочка из 3 и 3 столбика с накидом под эту же арку. 1, 2 и 3. Провязали. Далее мы провязываем арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь очень внимательно мы будем провязывать столбики с 2 накидами. Я выполняю 2 накида на крючок. Ввожу крючок в первую вершинку и незавершенный столбик с накидом. Прошу прощения, с 2 накидами выполняю. Итак, выполняю 3 столбика. Первый готов. Далее 2 и 3. И общая вершинка. Мы с вами выполнили 3 столбика с 2 накидами, с общей вершинкой и разными основаниями. И продолжаем работу. У нас далее арочка идет из 4. 1, 2, 3, 4. Опять же 2 накида. И теперь под арку из 2 мы будем провязывать опять же 3 столбика с 2 накидами, с общей вершинкой. Мы выполняем 3 столбика незавершенные и общая вершинка. Далее опять арочка из 4, 2 накида и выполняем то же самое над нашими столбиками. Первый незавершенный столбик с 2 накидами, 2 и 3 и общая вершинка. Арочка из 4 и опять же выполняем точно так же, как выполняли ранее. И так мы выполняем до конца нашего вот этого веерочка, да. Мы выполнили все наши столбики с общей вершинкой и продолжаем работу. Далее мы выполняем арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных, накид. И под арку из 3 провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Арочка из 3 и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее опять арочка из 5 и выполняем то же самое. Так мы вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение 9 ряда. Я ввожу крючок в 3 воздушную петелечку подъема, соединительная. И перехожу к началу 10 ряда, опять же с соединительными. 1, 2 и 3. Все точно так же, как выполняли ранее. И 10 ряд начинаю с 3 воздушных петель подъема, которые мне заменяют столбик с накидом. Далее 2 столбика с накидом и арочка из 3. И опять под эту же арку выполняем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Далее арочка из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок и под первую арку из 4 столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные, арочка из 3 и 2 накида под следующую арочку, столбик с 2 накидами. Далее опять арочка из 3 и столбик с 3 накидами под следующую арочку. 1, 2, 3 и 2 вместе. Далее опять арочка из 3 и столбик
с 4 накидами. 4 накида и столбик с 4 накидами. 2, 3, 4 и 2. И опять арочка из 3. И далее столбик с 5 накидами. 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И под арку столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5 и 2. Вот мы с вами выполнили разновысокие столбики. Далее арочка из 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И опять 5 накидов на крючок. 3, 4, 5. И выполняем столбики в обратном порядке. То есть столбик с 5 накидами под следующую арочку. 1, 2, 3, 4, 5 и 2. Арочка из 3. Столбик с 4 накидами под следующую арку. 1, 2, 3, 4 и 2. Опять арочка из 3. Столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 и 2. И далее опять арочка из 3. И у нас с вами столбик с 2 накидами, арочка из 3 и столбик с 2 накидами. Провязали. Далее арочка из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И под арку из 3 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее арочка из 3. И под эту же арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 и так далее. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мисс 84, мисс 86, дубль 14. И прежде чем продолжить, давайте посмотрим, что у нас получается. Вот такой мотив у нас получается квадратный, необычный, ажурный, красивый. И мы с вами продолжаем нашу работу. Мы завершаем выполнение 10-го ряда. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и соединительная. И приступаем к выполнению 11-го. Опять же, к началу ряда мы переходим, как и ранее, соединительными. 1, 2, 3. И 11-й ряд, как и ранее, начинаем с 3 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее 2 столбика с накидом. 1, 2. Арочка из 3 воздушных и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее арочка из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И очень внимательно 2 накида на крючок. Я ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю столбик с 2 накидами. Далее арочка из 3. И опять же вершинку столбик с 2 накидами. Арочка из 3. И столбик с 2 накидами опять вершинку. Арочка из 3. И еще один столбик с 2 накидами.
вершинку и арочка из 3 и еще один столбик, опять же вершинку. Провязали. Давайте остановимся, посмотрим. Видите, да? И далее мы продолжаем. У нас идет опять же арочка из 3. Раз, два, три. 2 накида на крючок. И здесь очень внимательно смотрите. Я пропускаю 2 воздушные в 3-ю петлю, ввожу крючок, столбик с 2 накидами. Далее опять арочка из 3. Раз, два, три. 2 накида, пропускаю 2 воздушные, в 3-ю ввожу крючок и столбик с 2 накидами. Раз, два, 3-я, да? И арочка из 3. Раз, два, 3. И очень внимательно столбик с 2 накидами в эту же петлю. Далее арочка из 3. 2 накида. Я пропускаю 2 воздушные. Вот у меня одна немножечко так вот затянулась. Мы ее поправим. И раз, два, в 3-ю ввожу крючок. Опять же столбик с 2 накидами. Арочка из 3 и столбик с 2 накидами. Видите, пропускаем 2, да, то есть проверяем себя. И столбик с 2 накидами, вершинку. И вот здесь очень внимательно, видите, мы все наши столбики провязываем воздушные, то есть не под арку. Это очень важно. Они у нас тогда хорошо зафиксированы будут. И далее мы продолжаем. Арочка из 3. Тут все точно так же, как и выполняли ранее. То есть в каждую вершинку я провязываю по столбику с 2 накидами. Арочка из 3. Столбик с 2 накидами. Арочка из 3. Столбик с 2 накидами. Арочка из 3. Еще один столбик с 2 накидами. И далее у нас с вами арочка из 6 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Накид под арку. Первый столбик с накидом. Второй и 3. Далее 3 воздушные и 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. 3 столбика под эту же арочку и так далее. Далее арочка из 6 и так далее. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение 11 ряда. Как и ранее, ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема, соединительная. И к началу следующего ряда, это у нас с вами будет 12 ряд, я опять же перехожу соединительными. Раз, два, 3. 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с накидом. Я немножко побыстрее буду вязать. Все это мы с вами уже провязывали. Далее арочка из 3 и 3 столбика с накидом под эту же арку. Раз, два и 3. Провязали. Далее у нас с вами арочка из 6 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И столбик с 2 накидами, вершинку нашего столбика. Провязали. Далее 3 воздушные. И столбик с 2 накидами.
3 воздушные и столбик с 2 накидами. Так мы с вами вяжем до уголка нашего вот этого. Я немножко быстрее буду вязать, вы вяжите в своем темпе. Здесь все абсолютно одинаково. Арочка из 3 и столбик с 2 накидами. Вяжем так, как я сказала, до нашего уголка. Вот таким образом осталась у нас еще одна арочка из 3 и столбик с 2 накидами. Вот таким образом мы с вами выполнили, видите, да, наши столбики. И далее очень внимательно, опять же, арочка из 3, раз, два, три, 2 накида, и я ввожу крючок, вот у меня 3 воздушные, и я в центральную, не под арку, это очень важно, именно в центральную воздушную петлю, и выполняю столбик с 2 накидами. Арочка из 3 и в эту же выполняю столбик с 2 накидами. Далее раз, два, три, 2 накида и вершинку провязываю столбик с 2 накидами. Вот такой уголок у нас с вами формируется, видите. Далее мы продолжаем работу, и опять же все то же самое. Арочка из 3, столбики с 2 накидами над нашими вершинками. Арочка из 3, столбик с 2 накидами, арочка из 3, столбик с 2 накидами. Можете это уже выполнить самостоятельно, но я провяжу до наших столбиков с 1 накидом. Арочка из 3, столбик с 2 накидами, арочка из 3, столбик с 2 накидами, арочка из 3, столбик с 2 накидами. И далее у нас с вами идет арочка из 6, раз, два, три, 4, 5, 6, и столбики с 1 накидом. 3 столбика с накидом под арку из 3. Далее арочка из 3 и опять же столбики с 1 накидом под эту же арку. Раз, два, три. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 12 ряда. И, как и ранее, я ввожу крючок в 3 воздушную петелечку подъема. Здесь у нас с вами ничего не меняется. Соединительная, и к началу ряда перехожу соединительными. Считаем. Раз, два, три. И 13 ряд у нас с вами последний. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с накидом. Далее арочка из 3. Опять же, все точно так же, как мы с вами вязали. Раз, два и 3. И далее арочка из 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Столбик с 2 накидами, вершинку. И единственное, мы над этим столбиком выполняем пико из 3 воздушных. 3 воздушные. Далее я ввожу крючок вот таким образом. Вот прямо в вершинку сверху захватываю 2 нити столбика. Соединительная. И мой столбик с 2 накидами и пико готов. И так мы с вами будем выполнять наши столбики. Далее 3 воздушные, арочка из 3 точнее, да, и опять же столбик
с 2 накидами и пико из 3. И арочка из 3 и так далее. Так мы с вами вяжем наши столбики с пико до уголка. И я покажу, как провязывать дальше. Мы продолжаем вязание нашего 13 ряда. И как и договорились, довязали до уголка. И теперь смотрите, выполняем точно так же, как и в предыдущем ряду. После арочки из 3 я столбик с 2 накидами провязываю первую во вторую воздушную петлю, то есть центральную из 3. Провязали. Далее не забываем выполнить пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Опять же провязали. И далее очень внимательно мы провязываем арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида и, как и ранее, в эту же воздушную столбик с 2 накидами и пико из 3. Далее арочка из 3, столбик с 2 накидами, не забываем провязывать вершинку столбика, и опять же пико из 3 воздушных. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда, то есть провязываем все точно так же, как и с этой стороны. И вот такой красивый, аккуратный у нас с вами уголочек получился. Мы завершаем выполнение нашего ряда. И после арочки из 6 я ввожу крючок в 3 воздушную петлю подъема, соединительная. Мой ряд завершен, мне остается отрезать нить и убрать остатки нити вдоль полотна. И посмотрим, что у нас с вами получилось. Какой красивый, ажурный и нежный мотив получился. И вот такой красивый, нежный, ажурный мотив у нас с вами получился. Достаточно большой. Давайте посмотрим в сантиметрах. Я вязала из тонкой пряжи. Естественно, с вашей плотностью из другой пряжи размер мотива будет абсолютно другой. 23 сантиметра получился мотив. Вот так красиво и очень-очень просто вяжется. Видите? И нам остается с вами рассмотреть, как соединить такие мотивы в единое полотно за счет провязывания последнего ряда вязания. И прежде чем продолжить, давайте рассмотрим, как мы с вами будем присоединять наши мотивы за счет выполнения последнего ряда вязания. Смотрите, вот я выполнила уже 3 мотива, присоединила их между собой. Вот наш мотивчик, который мы с вами будем присоединять. Обратите внимание, я уже частично выполнила последний ряд. И вот здесь и здесь мы с вами будем присоединять наш мотив к полотну с одной стороны, да, и с другой стороны к другому мотиву. Присоединять мы с вами будем через пико за счет выполнения столбика без накида. И давайте посмотрим, как мы будем это делать. И как я и сказала, основное присоединение у нас с вами будет идти через пико за счет столбика без накида, но будет и присоединение через арочку тоже за счет столбика без накида. Начинаем мы присоединение с уголка. Вот наш готовый мотив и тот мотив, который мы с вами вяжем. Перед началом присоединения, смотрите, я вот таким образом беру мотивы, то есть изнаночка к изнанке, видите?
беру и, чтобы мне было удобно вязать, далее у меня по узору идет арка из 7. Я выполняю 3 воздушные. Четвертую воздушную я заменяю на столбик без накида. И смотрите, вот моя арочка из 7. Я отсчитываю 1, 2, 3. В четвертую воздушную я ввожу крючок, столбик без накида. Далее 1, 2, 3. 2 накида на крючок. По узору у меня идет столбик с 2 накидами и пико. Я выполняю столбик с 2 накидами и далее начинаю присоединение через пико. В пико 3 воздушные, я выполняю 1 воздушную и вторую воздушную я меняю на столбик без накида. Вот таким образом, видите, с изнаночной стороны прямо в центр пико ввожу крючок и столбик без накида. Воздушная, возвращаюсь к мотиву и завершаю выполнение пико. Связали. Далее арочка из 3 по узору, 2 накида и опять же вершинку столбика по узору я выполняю столбик с 2 накидами. Воздушная, ввожу крючок в центр пико, столбик без накида, воздушная и завершаю выполнение пико. Арочка из 3. Далее я останавливаюсь. У нас все присоединение там, где есть пико, идет одинаково. Мы посмотрим, что у нас получилось сейчас. И вот видите, наше присоединение хорошо видно. Вот. И далее мы также присоединяем через пико за счет столбика без накида. Мы с вами продолжаем присоединение наших мотивов. И вот смотрите, мы выполнили, да, присоединение через пико за счет столбика без накида. Далее по узору я выполнила арочку из 6 столбики. И вот у нас арка из 3 воздушных. Мы начинаем присоединяться. Я опять же беру наши мотивы, как мы их и держали до этого. Вот таким образом. И теперь арочка из 3, повторюсь, я выполняю воздушную. Вторую воздушную я заменяю на столбик без накида и провязываю под арочку нашего готового мотива. Воздушная. И возвращаюсь к тому мотиву, который мы с вами вяжем. 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Далее у нас по узору идет арочка из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик с 2 накидами. Я провязываю. И у нас дальше идет пико. И мы начинаем присоединение. Воздушное, то есть повторяем, да, как мы с вами выполняли. Вот наше пико на готовом мотиве. Ввожу крючок прямо в центр, столбик без накида. Воздушная. И возвращаюсь к мотиву соединительное. 1, 2, 3 воздушные. Столбик с 2 накидами. Давайте еще одно присоединение сделаем через пико. Воздушная. Столбик без накида прямо в центр, да, пико. Воздушная и возвращаемся. Соединительная. Далее арочка опять из 3 и я остановлюсь. Мы смотрим, что у нас получилось. И дальше вы продолжаете присоединять. Вот видите, такое соединение красивое, аккуратное получилось. И дальше вы, как я и сказала, продолжаете присоединять. Давайте я покажу. До нашего уголка. То есть вы присоединяете пико
как мы с вами это делали. А далее я покажу, как присоединиться в нашем уголочке. Мы с вами выполнили присоединение нашей стороны. Вот хорошо видно уже, да, вся сторона нашего мотива присоединена. И остается присоединить наш уголочек. Мы с вами вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее 4-ю воздушную петлю я заменяю на столбик без накида. Вот смотрите, уже хорошо видно наши арочки, да, соединены. Вот наша воздушная, куда провязывались вот столбиками без накида, точнее присоединялись другие мотивы. Я выполняю столбик без накида. Опять же ввожу крючок с изнаночной стороны, видите. Далее 1, 2, 3. 2 накида на крючок и провязываю столбик с 2 накидами по узору. Далее воздушная. Я работу разворачиваю, и у меня идет присоединение к следующему мотиву. То есть это другая сторона, да. Вот пико, я ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Воздушная, и возвращаюсь к моему мотиву. Соединительная. Арочка из 3. Далее столбик с 2 накидами, воздушная, и следующее пико, ввожу крючок, столбик без накида, воздушная, и возвращаюсь. И мы сейчас с вами посмотрим, что у нас получилось. Арочка из 3 и так далее. Мы с вами, вот видите, выполнили присоединение нашего мотива. Вот наш уголочек. И далее продолжаем присоединять другую сторону нашего мотива. Точно так же, как мы присоединяли здесь. Абсолютно одинаково. Хорошо, видите, видно. Здесь все очень просто. Мы присоединяем эту же сторону точно так же, как и другую сторону нашего мотива. И завершаем присоединение так же, как и начинали, да. То есть обязательно вводим крючок в воздушную петлю центральную, то есть это 4-я петля, и присоединяемся столбиком без накида при выполнении арочки. Я сейчас это еще повторю. Провязываем самостоятельно до уголка и повторим наше присоединение в уголке. Мы выполнили наше красивое соединение, вот видите, очень нежненько получается. И давайте повторим присоединение, наш уголочек, да, и мы провязываем 3 воздушные. 4-ю воздушную я заменяю на столбик без накида. Смотрите, с изнаночной стороны 1, 2, 3. В 4-ю петлю я ввожу крючок. Обращаю ваше внимание, что захватываю за 2 нити, чтобы петелечка не вытягивалась. Столбик без накида. 1, 2, 3. 2 накида. И продолжаем вязать наш мотив по узору. Столбик с 2 накидами и пико. У нас здесь уже нет присоединений. Мы выполняем пико. И продолжаем наш мотив вязать до конца. И посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень нежный, красивый ажурный мотив. И также рассмотрели, как соединить такие мотивы в единое полотно. Вязала я из тонкой пряжи, и мотивы получились достаточно крупные. Вот я соединила 4 мотива, и получилось, ну скажем так, уже можно сказать, часть изделия, да.
Мотивы смотрятся очень интересно, очень красиво. И можете дополнить сеткой и получить топ, блузу, кардиган. Ну и, конечно же, можно сделать покрывало. Все зависит от выбранной пряжи. И, естественно, от вашего желания, фантазии и опыта. Вот такая красота у нас с вами получилась. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Присоединяйтесь. Не забывайте писать в комментариях, где вы использовали такие мотивы. Я из таких мотивов вязала из пряжи секционного крошения, из ангоровой пряжи секционного крошения палантин. Я покажу его. Ну а из хлопковой пряжи, вот именно из этих мотивов, я планирую сделать такую кофточку, накидку. Обязательно все покажу в сообществе. И до новых встреч, творческих вам успехов!